Всем добрый день, друзья мои. Я хочу еще раз освежить в памяти ту тему, которую я озвучила и освещала очень подробно, долго, но в любом случае, я думаю, что не помешает иногда время от времени подкрепить материал в головах и умах людей, потому что люди зачастую, людям лень зачастую изучить, посмотреть, искать новые ролики или старые ролики для того, чтобы найти ответ на свой вопрос. И иногда они опять по новой спрашивают, одни и те же вопросы задают. Конечно, мне приходится снова и по новой это снимать и по новой рассказывать. Давайте еще раз вернемся к этой теме. Законам богатства. Существуют ли такие законы? Есть ли закон денег? Как это все влияет на жизнь человека, на нашу жизнь и прочее? Помимо того, что я давала ритуалы людям и дарю до сих пор, приносящие удачу, приносящие счастье, прибыль и прочее, потому что я еще раз повторяю, что ритуалы, которые якобы для снятия того, этого и прочего простыми людьми, они не просто не дадут никакого результата, они принесут в жизнь этих людей разрушение. Они будут погибать и будут думать и гадать, откуда эти удары получают, потому что простому человеку не дано ни снимать, ни наводить, ни лечить, ни делать определенные манипуляции. Если бы это было так легко и просто, то все бы этим занимались. То незачем было бы вообще рождаться колдунам, ведьмам, незачем было им пройти тысячи адов для того, чтобы сегодня понимать каждого человека и помочь им. Логично? Так может каждый человек взять там 2 корзины, прилепить и сказать, что это какой-то оберег, что-то там начитать, и все радостно побегут. Но воспринимать всерьез таких людей могут только очень глупые личности, но туда им и дорога. Пусть они губят себе жизнь, все-таки демонам тоже нужен корм, понимаете? Но сейчас речь не о них. Речь о том, почему я даю вам денежные ритуалы только, не иные, не другие, потому что только силы, вот именно силы удачи во Вселенной, денежные силы, они более-менее лояльны к человеку, и их можно привлечь в жизнь человека. Иногда и без помощи, просто если пользоваться советами умных людей, людей знающих. Итак, законы денег. Вот перед вами фортуна, поскольку я очень много дарила ритуалов, связанных с фортуной, потому что она и есть мать-судьба, она и отвечает и за удачу, и за неудачи в том числе. Она не богиня удачи только, она богиня и неудач в том числе. Именно поэтому говорят определенную фразу, да, отвернулась удача от нас и прочее, прочее. Это я, наверное, немножко, да, вот все поправлю. Ритуалы, которые помогают вам повернуть удачу к себе, у вас они есть. У вас они предостаточны, вам очень много подарено. И те, которые в Ютубе на моем канале есть, и те, которые, еще раз напоминаю, дары от Инги Хосроевой. Есть еще канал Хроника ведьминой избы, есть еще другие каналы, в которых девочки собрали все ритуалы удачи воедино. Так что вы можете там найти. Кстати, дары от Инги – это канал, повторяющий мой канал, то есть загружают туда на всякий случай, чтобы не пропали все мои ритуалы, все мои ролики, беседы и прочее. Поэтому там ограничены, там закрыты все комментарии, не удивляйтесь. По вопросам определенным обращаться только «Ведьмина изба 3» или «Ведьмина изба 2». Пока она стоит, я уже говорила один раз, что канал заморожен на 2 недели. Вы знаете, люди настолько ленивы, просто им лень хотя бы просмотреть, чтобы понять, да, ответ на свой вопрос. Или 2 дня приходят на этот канал, смотрят, еще ничего не поняли, уже задают очень глупые вопросы, просто глупые, которые меня начинают раздражать. Не будем друг друга доводить до конфликтов. Давайте сначала изучите канал, потом задавайте вопрос, потому что по любым вопросам у меня есть ролик, практически по любому вопросу. Далее. Законы денег. Так вот,
Деньги – это капризная энергия. Вы не думайте, что вы один раз проведете ритуал, и у вас постоянно оно будет. Вы один раз проведете ритуал, вам дадут удачу. Вы должны снова провести. Я уже говорила, что невозможно вызвать удачу и прочее, прочее, имея мозг нищего человека. Понимаете, сознание нищего человека. Не жить плохо, а сознание нищего человека. Сознание нищего человека может иметь и очень богатый человек, который на себя экономит и покупает бургеры для того, чтобы потом пойти лечить свой желудок. То есть это сознание нищего человека. Это нищее сознание. Если вы нацелены на то, чтобы одной свечой, одной там, не знаю, чем-то еще вызывать себе богатство и при этом ничего не делать, поверьте мне, что у вас никогда в жизни не будет достатка. Никогда. Вы должны создавать эту иллюзию достатка для начала. Именно поэтому я говорю всегда, когда вы попросите фортуну, она вам даст. Вы отдайте определенную сумму в благодарность. Ну, если вам пришли 10 тысяч, отдайте 100 рублей там куда-нибудь, понимаете? Или купите что-нибудь красивое, благовоние купите, обкурите эти благовония и благодарите богиню за то, что она дала. Она вам еще даст. И вот таким образом потом ее алтарь создайте, потом купите ее статуэтку, потом украшайте ее, потом приносите ей кофе, благовоние, благодарите. Чем дальше, дальше и дальше, тем больше и больше она будет вам отдавать. Должна быть отдача, понимаете? Это есть сознание богатого человека. Я хочу еще больше, я буду красивее делать, я еще больше куплю, я еще красивее украшу алтарь, я еще лучше это сделаю. И вот это сознание еще хочу, еще сделаю, мне еще придет, и я еще сделаю, это постепенно открывает ваши просторы и удачу в жизнь. Поймите, наконец, люди дорогие, что дешевыми материалами, ничего не растрачивая, думая таким образом, что ну мы же бедные, несчастные, нам много не надо, вот здесь как бы много чего потом надо будет покупать, благодарить, а мы бедные, несчастные, нам лучше одной свечой вызывать богатство. Не вызовите вы это богатство, понимаете, потому что силы потусторонние, силы, которые руководят нашей судьбой, они разумные, они не глупые, они прекрасно видят благодарность человека, они прекрасно видят, насколько человек отвечает им за то, что они дарят, за то, что они дают. Если человек никак не отвечает на это все, если человек никак не реагирует, они больше не дадут. Далее, значит, первое мы сказали про ритуалы. Сказала, где их найти, как их проводить. Там много затрат не нужно, просто нужно проводить время от времени, освежать, усиливать постоянно. В какой-то момент вы, понимаете, потусторонний мир подстроится под вас и начнет работать. И вы поймете, что это приносит вам удачу. Вы поймете, что это приносит внезапные подарки судьбы. Вот ни с того ни с сего вам предлагают куда-то уехать на полцены и так далее. Много чего. И я думаю, что много кто это делал, могут это сказать, да, объявить нам всем, какие именно перемены происходят у них у всех. Следующий момент. Законы денег. Давайте я вам еще раз напомню. Дорогие друзья, во-первых, пространство не любит, то есть Вселенная не терпит открытого пространства, не терпит пустого пространства. Для этого, во-первых, ящики, всякие пустые склянки, бутылки, не знаю что, то, что вам не нужно, но у вас хранится, выкиньте. Они либо должны лежать на полу, либо должны быть выкинуты из дома, потому что пустые вот эти коробки из-под обуви, хрен знает какого года куплены, а вдруг они еще для чего-то пригодятся и прочее. Если вещь вам не пригодилась в течение года, она вам уже не нужна. Выкиньте без сожаления, не захламляйте пространство, это раз. Второй момент. Время от времени делайте не просто уборку, а переставьте вещи, потому что пространство любит движение. И если вы годами, вот как у вас стоит, так и стоит все, то это может привести вас к тому, что пространство как бы заморозится, остановится на том месте, на каком есть. Сделайте небольшую перестановку, не нужно много чего. Вот один стул туда переставьте, это сюда, ящик туда, не знаю, шкаф немножко отодвиньте, там поставьте цветы и прочее, прочее. Внесите
некую активность пространства. Следующий момент. Я вам говорила о том, что домашние маленькие фонтанчики, они очень хорошо создают круговорот времени. Они оживляют пространство. У кого есть фонтаны, это и не только я говорю, это и фэн-шуй. Не зря же и не просто же так в больших супермаркетах посреди вот зала стоит фонтан. Фонтан создает определенный круговорот воды, круговорот пространства, понимаете? Создает, она активизирует пространство, чтобы оно не стояло мертвым грузом. Вы никогда не задумывались, почему на рынках идет очень оживленная торговля, а в магазинах нет? Я даже на этой почве, как бы на основе вот этой вот энергии рынка создала черт базарный ритуал, который очень хорошо оживляет пространство. Потом денежный круговорот и прочее. Там разные очень всякие есть манипуляции, сейчас я к этому вернусь, которые помогают усилить, оживлять и активизировать денежную энергию. Итак, домашние фонтанчики дома держите, включайте иногда, пускай очищает, пускай создает определенный круговорот энергии. Второй момент. Деньги можете хранить где хотите, хоть в банке, хоть и так далее. Основное количество людей как раз в банке и на карточках хранят. Но определенную сумму положите в такие шкатулки. Можете из металла или серебра, там серебро и камни. Это деревянная шкатулка. Вот это живые шкатулки, не из металла. Вот не из обычного металла. Обычный металл, он как замуровывает, закрывает. Шкатулки лучше, если они из определенного металла, именно серебро. Ну, золотые-то шкатулки, я думаю, у вас нету таких, не храните такие огромные золотые шкатулки. Вот, ну, если есть, это прекрасно, конечно. И дерево, деревянная шкатулка. Возьмите 5 тысяч, 10, не знаю, сколько хотите, положите на дно этой шкатулки. Через некоторое время оно наполнится так, что у вас места не будет. Переложите эти деньги, положите еще 5 тысяч туда. Через некоторое время оно опять пополнится. Точно такую же манипуляцию проведите с украшениями. Ложите украшения на дно большого сундука. Через некоторое время в этом сундуке места не будет от украшений. Подарят вам, купите, случай повернется там, на распродаже возьмете, вам привезут, как угодно, они пополнятся. Похожее притянет похожее. Через некоторое время вы заметите, что у вас в шкатулке места нет. Переложите все, снова положите одно украшение на дно шкатулки, через некоторое время снова эта шкатулка пополнится. Я вам объясняю, почему, как это происходит. Конечно, не с воздуха они упадут, конечно, они придут от вашей работы, от вашего труда, но они придут, в отличие от тех времен, когда вы трудились, но вам это результата не давало. Потому что Вселенная не любит, не терпит пустого пространства. Она заполняет именно тем, что вы туда положили. Это действительно рабочая вещь, это действительно так и случается, так и происходит, и время и мой опыт это доказал и показал. Поэтому деньги не нужно, знаете, вот прям ложить куда-то, вот где дышать нечем, или в кошелек втиснуть и закрыть. Там не пополнится. У вас оттуда 10 потратится, 10 вернется на место. 10 потратится, 10 вернется на место. Больше не пойдет, потому что они зафиксировали свое место, понимаете? Они уже зафиксировали это место, и вот это место держат. То есть дальше никого не пускают. Вот сколько есть, столько там и будет всегда. Если хотите, чтобы у вас были денежные вливания и приходили к вам деньги, неважно, где вы эти деньги храните, не обязательно дома, можно и в банке или где-нибудь, но дома для того, чтобы, поскольку ваша денежная энергия, канал ваш денежный, как говорят, да, хотя я не очень люблю эти слова, но все же оно, может, вам понятнее будет. Поскольку это исходит от вас, через вас они должны прийти и на ту карту, и на тот счет, и куда угодно. Вот сделайте такое, как я вам объяснила. Через некоторое время вы заметите, что у вас все время пополняется. Пустое пространство все время заполняется именно тем, что под этим пространством лежит, что на дне этого сундука лежит. Деньги лежат, деньги будут приходить. Украшения лежат, украшения будут приходить. Далее. Не носите бижутерии. Бижутерии притягивают бедность и нищету. Люди, которые любят бижутерию, обожают. Да, есть очень дорогая бижутерия, которая даже дороже золота и серебра. Но
постарайтесь после 33 лет поменьше носить бижутерию. Бижутерия притягивает бедность, тормозит все пространство. Лучше купите что-нибудь дорогое. Вот поработайте полгода, накопите и купите что-нибудь дорогое, хоть маленькое там золотое колечко. Через некоторое время это колечко приумножится. Их будет несколько. И так далее, и так далее. Носите дорогой металл, носите дорогие, драгоценные, то есть камни. Потому что у дорогих и драгоценных вещей есть очень сильная энергетика. Она притягивает в жизнь удачу, дорогие друзья. Это не просто так сказано. Это не просто не с воздуха пришло. Носите натуральные шубы, не носите искусственные. Искусственные вещи, во-первых, вызывают болезни кожи. Некоторое время назад я даже читала, что искусственная кожа вызывает рак груди. Потому что постоянно вот этот запах, и от того, что она то охлаждается, то наоборот из-за теплоты тела и прочее, там идут определенные энергообмен химический. И через некоторое время вы чувствуете, например, сравните дермантиновые, да, туфли и кожаные. Абсолютно большая разница. Не только в качестве, а еще потому, что вложена в эту вещь энергия, сила, желание для того, чтобы продвинуть эту вещь и прочее, прочее. Это уже очень большая энергия, которая... Энергия благополучия. Носите хорошую вещь. Пусть это будет одна вещь, но она будет хорошая. Не покупайте в секонд-хенде. Во-первых, в секонд-хенде очень много привозят из крематория, когда снимают с людей вещи перед тем, как сжечь. Это раз. Одна женщина нашла талон на кремацию в кармане, по-моему, пальто, которое она купила в секонд-хенде. Кроме того, если вы приучаете свою энергию к бедности, к тому, что вы будете покупать через кого-то или после кого-то вещи, как бы оно вам ни понравилось, вы привлекаете энергию неудач. Не берите чужое, не покупайте чужое. Это носители их энергии, это во-первых. И во-вторых, вы приучаете свою энергию к нищете. Значит, вы приучаете свою энергию к тому, что у вас всегда не будет хватать денег, и вы всегда будете покупать ношеные вещи. Не покупайте поддельные духи или поддельные вещи, потому что поддельные, они обладатели лживой, ложной энергетики. Понимаете, эта ложная энергетика у вас в жизни будет сохраняться. Вот похоже притягивает похоже. Если вы изначально приучаете свою энергию к дорогим вещам, к стоящим вещам, к стоящим брендовым вещам и так далее, значит, вы на этом уровне и будете всю жизнь. Если вы приучаете свою энергию к энергии бедности, к поддельным духам, к поддельным вещам, к искусственным шубам, искусственной коже и прочее, прочее, у вас всю жизнь это и будет искусственное. То есть вы должны приучить свою энергию к хорошим вещам. Изначально будет трудно, но попробуйте пока купить одну вещь, и вы посмотрите, как эта вещь притянет все остальное. Полностью судьба перестроится под вас, она будет приводить в вашу жизнь такие ситуации, чтобы вы могли себе позволить дорогие вещи, чтобы вы могли себе позволить брендовые вещи. Понимаете, дорогие друзья? Не гоняйтесь за дешевизной, оно приносит вам энергию бедности. Это 2. Далее. Не оставляйте нож на столе никогда. Нож отсекает имущество за ночь. Никогда не... отдавайте домовому карты. Вот эти дурацкие ритуальчики, которые отовсюду льются. Карты домовому отдадите, он проиграет все ваше имущество. Это 2. Как игральные карты, не знаю, кто придумал с одного места, что игральные карты можно отдать домовому, принести. Они могут принести счастье, они могут принести разорение, потому что домовой проиграет ваш весь дом. Ваше зеркало не должно висеть напротив двери, потому что то благополучие, которое приходит к вам домой, зеркало отражает обратно. Поэтому зеркало напротив двери висеть не должно. Это 2. Веник должен стоять на ножке всегда. Потому что если веник стоит на метле, он будет сметать все ваше имущество из дома. И поэтому люди, которые знают эти приметы, они этого придерживаются. Все богатые люди суеверны, я вам скажу. Они все дорожат своим имуществом. Они, привыкшие хорошо жить, все боятся потерять это. И поэтому они очень сильно соблюдают эти все определенные традиции. В какой-то день не заключать договор, так-то не ехать. Если, понимаете, они очень... это называют только суеверием. На самом деле суеверий там нет.
На самом деле это проверенные веками определенные, как сказать, показатели, определенные символы, которые приносят богатство или уносят богатство. То, что вечером никому денег отдавать нельзя, вы это знаете. Если человек вам не очень приятен, и он просит денег, лучше откажите, пусть обижается, но не давайте денег, потому что деньги обидятся на вас. Если вы заметили человеку, который вам не очень приятен, но липуч, и вы отдаете в долг деньги, через некоторое время у вас деньги просто закрываются, как блок стоит. Просто их нету и все. Понимаете? То есть, как только вы отдали в долг деньги человеку, которому не очень хотели отдавать, внутренний голос вам запрещал, но вы это сигнорировали или там постеснялись, у вас перекрываются деньги. Следующий момент. Не говорите о ваших успехах, которые еще не начались, никому, даже близким людям, потому что даже их радость может это сглазить и остановить. Не подавайте нищим, которые сидят на коробках, потому что сыграете в ящик. Даже если эти нищие не знают, почему они на коробке сидят, ну, якобы нищие, в любом случае. Закон денег гласит, что деньги любят круговорот. Постоянно оставляйте чаевые, отдайте больше, чем таксист вам назвал. Оставляйте определенную мелочь все время. Если у вас жизненные проблемы, возьмите вещи, которые можно носить, то есть более-менее сносные такие, да, не старые, рваные. Спустите вниз и оставьте прямо в подъезде. Пускай забирают люди, которым это нужно. И пусть об этом никто не знает. Это ритуал называется «умилостивить судьбу». Таким образом, вы отдаете определенную долю судьбе. Если вам очень плохо, вы можете обещать, дать обещание силам судьбы, они все это слышат, что если они вам помогут в этой ситуации выйти, да, в этой денежной проблемы, то вы обещаете какую-то сумму выделить на что-то. И когда действительно они вам помогут выйти из этой ситуации, вы эту сумму выделите и отдадите. Что еще вам сказать? В принципе, я уже тогда говорила эти все законы денег, которые надо соблюдать. Постарайтесь дома не держать те статуи тех божеств, о которых вы представления не имеете. Тот же самый Анубис, который люди привозят из Египта радостно, та же самая Баста, она тоже может мстить, и она тоже может внести раздор. Я вообще молчу о Калли, я вообще молчу о Дурге, я не говорю о черных божествах, я не говорю о темных статуэтках или символах смерти, которые могут принести очень много неудач в вашу жизнь. Далее, постарайтесь остерегаться и избегать необдуманных всяких татуировок, потому что есть татуировки, в которых сказано, что за богатство отдают душу. У вас может прийти богатство, у вас может прийти очень такой период удачливый, но в то же самое время вы начнете болеть, чахнуть, и вы рано уйдете. Вы не знаете эти символы, поэтому не нужно их колоть и трогать вообще. Не берите всякие сомнительные символы богатства и всякое-всякое домой и не вешайте возле дверей, потому что вы не знаете, что там написано, для чего они предназначены. Никогда не делайте фальшивыми деньгами или, скажем, нарисованными деньгами какие-то ритуалы. Абсолютно никакой энергии они не обладают. То есть энергией денег обладают настоящие деньги. Старые деньги, мне как-то одна женщина сказала, а можно от бесов откупиться старыми советскими деньгами? Нет, не можно, потому что они не дураки. Ты же, когда отдаешь свои деньги или определенную вещь, покупаешь на них и отдаешь, жертвуешь, ты как-то пострадал, правильно? Ты что-то отдал свое, и это ценится. А если ты думаешь, что ты отдашь то, что тебе не нужно, и то, что уже не обладает энергией, потому что деньги, которые сняты с оборота, они энергией не обладают, а значит, это не считается жертвой. Вместо помощи может прийти наказание за неуважение. У вас дома обязательно должны быть часы настенные, потому что часы оживляют пространство. Постарайтесь очень много всяких магических символов не понакупать и не ставить, и не вешать, потому что вы в них ничего не понимаете. И они могут очень много забрать у вас силы и энергии. Вы не знаете, как, слово «подкармливать». Может, не все понимают, что это означает. Дело в том, что мы не со статуями работаем. Мы работаем с теми сущностями, силами, которые приходят вместе с этой статуей, которые усиливаются, которые
между нами и этим божеством становится как посредники. То есть через статую легче общаться с демоническими силами. Если вы в них не разбираетесь, я вам не советую приобретать всякие статуи только потому, что это красиво. Потому что вы не знаете, для чего они, что они из себя представляют. Вот она, еще свирепая богиня Египта там стоит. И если простой человек приобретает ее, естественно, и у этого простого человека начинается проблема, потому что в жизнь приходит агрессия. Если стоит Анубис, то Анубис кто он такой? Он проводник. Он проводник в иной мир. Правильно? Это значит, через некоторое время кто-нибудь должен уйти, чтобы он его провел, потому что он свою работу должен выполнять. Так что, дорогие друзья, если вы не занимаетесь колдовством, а заниматься простому человеку колдовством нельзя ни в коем случае, то вы поймите, что вот этими всеми статуями вы внесете только в жизнь неудачи на самом деле, потому что эти статуи, эти силы требуют определенных жертв, определенной работы, о которой вы представления не имеете. Пусть у вас дома будет фортуна, пусть у вас будет алтарь фортуны, это притягивает богатство, потому что она капризная богиня, но она любит, если начинает ее любить, если начинает за ней ходить, если начинает ее просить, она начинает давать. Но в то же самое время нужно точно так же и жертвовать. Будьте щедрыми, потому что щедрому человеку отдается обратно. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. Я вас уверяю, если люди это не оценили, это оценила Вселенная, это оценили боги, они вам вернут. Не ждите, пока вас попросят. Если вы видите, что кому-то плохо, постарайтесь помочь, даже деньгами. Но я еще раз говорю, и не ждите от людей благодарности. Люди не будут благодарны, но будут благодарны те силы, через которых вы это жертвуете. Попробуйте вот эти не очень сложные, нетрудные законы денег соблюдать, и вы увидите разницу между той жизнью и этой жизнью. Вот эти все приметы, эти все определенные, ну, пусть поверья, да, так назовем. Даже есть такое поверье новое, современное, и оно даже помогает. Берете кошелек и ставите на зарядку. Смешно? Просто на телефонную зарядку. Дает определенную энергию твоему кошельку. Кошелек притягивает деньги. Ну, я уж не говорю о денежных ритуалах, которые сразу начинают притягивать деньги. Ну, просто людям, видимо, лень их делать. Но если бы они их постоянно делали, те, которые делают, они постоянно видят этот результат и эти перемены. Так что, дорогие друзья, соблюдайте эти законы и увидите, что ваша жизнь из безысходной и бедной превратится в такую стабильную, комфортную, многообещающую жизнь. Всем удачи!